Начинаем выполнение лабораторной работы номер 2. Лабораторная работа посвящена исследованию тепловых характеристик фотоэлектрического модуля. То есть мы снимаем зависимость его энергетических характеристик от температуры. И первая часть лабораторной работы выполняется на лабораторной установке, которую вы видите здесь. Оборудование, используемое для ее проведения, полностью соответствует той установке, которую мы использовали для проведения первой лабораторной работы. Она состоит непосредственно из фотоэлектрического преобразователя, в данном случае установлен поликристаллический модуль, нагрузочных реостатов первого и второго, двух измерительных приборов. Это цифровые мультиметры. С помощью одного мы контролируем значение силы тока в цепи фотомодуля. Вторым прибором измеряем напряжение. Также мы пользуемся цифровым инфракрасным пирометром для контроля температуры в контрольной точке поверхности и цифровым люксметром для того, чтобы настроить установку на требуемый уровень освещенности. Чем точнее мы установим наш осветительный прибор относительно плоскости фотомодуля, тем меньше будем иметь впоследствии проблем с адекватностью полученных результатов. Еще один важный фактор, за которым обязательно необходимо следить, это температура поверхности модуля во время настройки положения осветительного прибора. Желательно, чтобы она не превышала 90 градусов по Цельсию. Поэтому для обеспечения необходимых температурных режимов работы и исключения пробоя полупроводникового прибора, в данном случае это наш фотомодуль, этот параметр тщательно контролируется. В летнее время выполнения лабораторной работы необходима работа кондиционера в помещении. Мы настроили наш осветительный прибор, сориентировали его относительно поверхности фотомодуля. Теперь можем выполнять эксперимент. После того, как мы выставили нашу установку, настроили положение осветительного прибора и дали возможность солнечной панели немножечко подостыть, можно проводить опыт. С помощью пирометра фиксируем рабочую температуру. Она примерно сейчас соответствует температуре нашего помещения. Это 22 градуса, 22,6, если быть более точным. И запишем ее в нашу таблицу. Для уровня освещенности 70 килолюкс. Задача проведения опыта состоит в следующем. Мы включаем осветительный прибор, который нагревает поверхность нашего модуля. И через каждые 2-3 градуса снимаем показания амперметра и вольтметра и заносим их в таблицу. Включаем прибор. Значит, я слежу в центральной точке температуру прибора. Вот уже 25 градусов. Вот я пишу 25 градусов. И записываю значение тока и напряжения. Дальше слежу. 30 градусов. Температура вначале будет очень быстро подниматься, потому что осветительный прибор находится довольно близко относительно поверхности. 33 градуса. Желательно лабораторную работу выполнять вместе, 36. То есть 2-3 человека, которые измеряют температуру, (39 градусов). То есть, видите, уже 3 градуса быстро нагрелись. 21,05, 06,91. 42 градуса. 20,93 напряжение, 687 миллиампер ток.
45 градусов. 48 градусов. 48. 20, 66, 0, 679. 51 градус. 20, 51, 0, 674 ток. 54 градуса. 20, 39, 0, 67 ток. 57 градусов. 20, 25, 0, 666 ток. 60 градусов. Видите, температура растет очень быстро. 20, 15, 0, 662 ток. Шестьдесят 3 градуса. 19, 89, 0, 653 ток. 66 градусов. 19, 76, 0, 65 ток. 70 градусов. 19, 68, 0, 645 ток. И последнее значение, которое мы получим, будет соответствовать температуре 73 градуса в центральной точке. Наиболее разогретой. 73 градуса, 19,49, 0,64 ток. Как только вы выполнили опыт, сразу отключаем осветительный прибор, чтобы лишний раз не перегревать наш модуль. Первая часть первого опыта лабораторной работы выполнена. После того, как мы провели первую часть первого опыта, мы сняли поликристаллический фотомодуль, убрали его в прохладное место для того, чтобы он немножечко остыл. На его место мы поставили монокристаллический фотоэлектрический преобразователь. Проверили опять-таки ориентацию осветительного прибора относительно поверхности фотомодуля, и мы готовы выполнять первую часть второго опыта. То есть, как вы видите, мы выполняем их параллельно, меняя один модуль другим для того, чтобы дать возможность панели остыть и восстановить свои свойства. Точно так же, как и в первом, для выполнения первого опыта, второй опыт начинается при уровне освещенности в центральной точке нашего фотомодуля, соответствующем 70 килолюкс. Фиксируем начальное значение температуры 26 градусов. Сейчас первое значение 26. Оно немножечко выше, чем температура в нашем помещении, благодаря тому, что излучение от раскаленного прожектора потихонечку нагревает поверхность модуля. И при этом значении мы записываем начальные значения тока и напряжения, включив прожектор. Значит, первое значение 22,02, ток 0,722. И сразу же фиксируем температуру в центральной точке. Вот уже 27 градусов, нам нужно где-то даже 30 градусов. 30, для 30 21,73 напряжение, 0,714 ток. Дальше смотрим. 36 градусов. Температура быстро увеличивается, поэтому нужно быть внимательным. 57, 0,708 ток. 40 градусов. Температура напряжение 21,43, ток 0,703 ампера. 48 градусов. 21-27 напряжение, 0,699 ток. 52 градуса.
2112 0,692 ток. 56 градусов. 2096 напряжение 0,688 ток. 59 градусов. 2078 напряжение 0,682 ток. 65 градусов. 2066 напряжение 0,678 ток. 65-69 градусов. 69-20. 54 напряжение 0,673 ток. Семьдесят 2 градуса. 20-25 напряжение 0,665 ток. 70. 6. 20-04 напряжение 0,658 ток. 81. 19-88 напряжение 0,653 ток. 84. 19,7 напряжение 0,647 ток. 'Теперь панель нагревается уже немножко медленнее, 87 градусов, 19,52 напряжение, 0,641 ток. Как мы видим, оба показания падают, значит мощность, генерируемая модулем, уменьшается. 91. 19,37 напряжение, 0,637 ток. И последнее значение. Давайте 93 сделаем, чтобы не перегревать модуль. 19,17, 0,629 ток. Этого достаточно. Как только мы выполнили опыт, сразу выключаем осветительный прибор. При выполнении лабораторных опытов необходимо установить переключатели сопротивления наших реостатов в следующее положение. Второй реостат полностью выведен из строя, то есть он отключен. Первый реостат, переключатель, установлен в среднее положение. Такое положение реостатов остается неизменным на протяжении всех опытов. Выполняем вторую часть первого опыта. Опять-таки мы сняли разогретую монокристаллическую панель, отставили ее в прохладное место, чтобы она потихонечку остывала, а на ее место уже установили остывшую поликристаллическую, и сейчас проведем с ней вторую часть нашего опыта. Для того, чтобы ее провести, нам необходимо уменьшить уровень освещенности. Как вы видите из лабораторной таблицы, уровень освещенности составляет уже 50 килолюкс. Для того, чтобы добиться правильного расположения осветительного прибора, мы немножечко отодвинули стойку осветительного прибора относительно фотомодуля. При помощи цифрового люксометра в центральном точке, это наша контрольная точка, установили требуемый уровень освещенности, регулируя положение или дальность расположения относительно поверхности фотомодуля. 50 тысяч люкс.
Далее, так же как и в первом случае при настройке, в 4 угловых точках добились примерно одинакового уровня освещенности по показаниям люксметра и отключили осветительный прибор. Дав панели несколько минут остыть, мы выполняем вторую часть первого лабораторного опыта. Точно так же, как и в начале лабораторной работы, мы будем контролировать температуру при помощи нашего цифрового пирометра и смотреть за показаниями измерительных приборов. Включили. Зафиксировали первое значение 30 градусов. Для 30 градусов температуры мы снимаем показания 21, 28, 0695. Дальше быстро панель разогревается, уже 35 градусов. 35. 21.03. Напряжение 0,69 ток. Следующее значение 39 градусов уже. 20,84 напряжение. 0,684 ток. Вот уже 43 градуса. 20,71 напряжение. 0,68 ток. Целимся в центральную точку. 46 градусов. 20,58 напряжение. 0,676 ток. Сорок 20,38 напряжение, 0,670 ток. 52 градуса, 20,26 напряжение, 0,666 ток. 55 градусов. 20,14 напряжение, 0,661 ток. Генерация падает, как и следовало ожидать. Теперь панель нагревается немножко медленнее, мы отодвинули стойку, напомню вам. Вот 58 градусов. 19,9 напряжение, 0,654 ток. Ну, можно теперь фиксировать температуру через 2 градуса. Допустим, сейчас 60. 19,7 напряжение, 0,647 ток. — 69 градусов. 19,55 напряжение, 0,642 ток. 72. 19,48 напряжение, 0,641 ток. 74. 19,22 напряжение, 0,631 ток. Ну, где-то 77 градусов. 19,05 напряжение, 0,626 ток. Тепловые процессы какие-то уже установились. 80 градусов.
1991, 0,621 ток. Это обычные летние температуры. Там в июльский какой-нибудь погожий день, если панель пребывает на открытом солнце, вот примерно до таких температур она разогревается летом. 83 градуса. 1871, 0,615 ток. 85. Это последнее значение, которое мы снимем. 1862 напряжение, 0,612 ток. И опять-таки не забываем при выполнении опыта, при окончании выполнения эксперимента мы отключаем осветительный прибор и даем панели немножечко остыть. Вторая часть второго опыта. Мы поменяли нагретый поликристаллический модуль на уже охлажденный монокристаллический и готовы выполнить вторую часть эксперимента. Напомню, что исходные данные для выполнения этого эксперимента это 50 тысяч люкс в центральной контрольной точке нашего фотомодуля. Положение осветительного прибора мы не меняем, оно уже настроено. И выполняем первый контрольный замер температуры. Вот в центральной точке нашего модуля сейчас 24 градуса. Эти 24 градуса мы заносим в таблицу. Для значения освещенности 500 люкс. Включим осветительный прибор и сразу же зафиксируем показания амперметра и вольтметра. Вольтметр показывает 21,83 вольт, амперметр 0,716 ампера. Быстренько направляем пирометр в центр модуля. Видим 27 градусов. Для 27 21,64 напряжение, 0,711 ток. Продолжаем контролировать температуру. 30 градусов. 21,52 напряжение, 0,706 ток. 33 градуса. 21,33 напряжение, 0,701 ток. 36. 21,24 напряжение, 0,696 ток. 39. 21,1 напряжение, 0,692 ток. 42 градуса. 20,98 напряжение, 0,688 ток. 45 градусов. 20,87 напряжение, 0,685 ток. 45. Уже 45 было. Ждем. Не спешим. 48. 20,72 напряжение, 0,680 ток. Ну, давайте для 50 запишем. 20,58, 0,676 ток. 54 градуса. 20,43 напряжение, 0,671 ток. Показания, как и ожидалось, падают. 57. 20,32 напряжение, 0,667 ток. 60 градусов. 20,17 напряжение, 0,662 ток. 63 градуса. 20 ровно вольт напряжение, 0,657 ток.
66. 1988 напряжения, 0,653 ток. Вот 72 градуса быстро нагрелась панель. 1978 напряжения, 0,645 ток. Семьдесят восемь. Последнее значение. 1963 напряжения, 0,645 ток. И сразу же после выполнения отключаем осветительный прибор. Теперь для выполнения последней третьей части первого и второго опыта проведем аналогичную замену. Сменим монокристаллический модуль поликристаллическим. Выполняем третью часть первой лабораторной работы. На панель стенда мы установили поликристаллический модуль, настроили следующее, третье, рабочее положение осветительного прибора относительно панели, при котором в центральной точке на плоскости фотомодуля было зафиксировано значение освещенности 30 килолюкс. Точно так же, как при проведении первых двух опытов, мы убедились в том, чтобы световой поток равномерно распределялся по поверхности фотомодуля. Первое, что мы делаем, при помощи цифрового пирометра, вот он у нас, фиксируем первое рабочее положение температуры 22 градуса, то есть оно сейчас соответствует примерно температуре нашего помещения. Занесем его в таблицу. 22 градуса. При этом значение температуры записываем показания вольтметра и амперметра 21,5 и 0,706. И сразу же контролируем температуру в центре. 25 градусов. 21,36 напряжения, 0,702 ток. Не забываем, что температура вначале очень быстро растет. 27 градусов, 28 градусов. 21-24 напряжения, 0,698 ток. (30 градусов). 21,08 напряжения, 0,692 ток. 33 градуса. 20,95 напряжения, 0,688 ток. При 30 килолюксах и отдалении прожектора у нас есть больше времени для того, чтобы записать показания. 35 градусов. 35. 20,8 напряжения, 0,683 ток. Здесь я успеваю снять даже через 2 градуса показания. 38. 20,68 напряжения, 0,68 ток. 41 градус. 20,54 напряжения, 0,675 ток. 43 градуса. 20,42 напряжения, 0,67 ток. 46 градусов. 20,3 напряжения, 0,668 ток. 49 градусов. 20,13 напряжения, 0,661 ток. 50
52 градуса. Напряжение 20, ток 0,657. градусов, 19,85. Напряжение 0,651 ток. Пятьдесят 8 градусов, 16,67 напряжение, 0,647 ток. Шестьдесят 61 градус, 19,54. Напряжение 0,641 ток. Шестьдесят 4 градуса, 19,35 напряжение, 0,636 ток. Ну и последнее значение, которое мы получим. Дождемся, пока панель прогреется до 67 градусов. Сейчас прогрев идет уже менее быстро, поэтому внимательно можем рассматривать увеличение температуры на амперометре. Есть 67 градусов, 19,14. Напряжение 0,628 ток. Опыт закончен, и, как обычно, не забываем отключать осветительный прибор. Завершительная часть второй лабораторной работы. Третья часть второго опыта. Измерение зависимости энергетических характеристик монокристаллического модуля от температуры. Вместо поликристаллической панели мы установили монокристаллический модуль. Рабочее положение осветительного прибора мы не меняем. Сейчас оно соответствует 30 тысяч люксам в центральной точке нашего модуля. В этой же точке мы измеряем первое показание температуры. Оно составляет сейчас 24 градуса. Заносим его в таблице. И при включении осветительного прибора сразу же фиксируем показания измерительных приборов. 21,6 напряжение и 710 ток. Быстренько фиксируем следующее значение. 27 градусов. Отлично. 21,44 напряжение, 0,704 ток. Следующее значение. Уже 30 градусов. 21,34 напряжение, 0,701 ток. 33 градуса. 21,22 напряжение, 0,696 ток. 36 градусов, 21,09 напряжение, 0,692 ток. 39, 20,88 напряжение, 0,686 ток. 42, 20,76 напряжение, 0,682 ток.
45. 2062 напряжение, 0,677 ток. «47», даже 48. 25 напряжения, 0,674 ток. Пятьдесят два. 23 напряжения, 0,667 ток. Пятьдесят шесть. 20 и 17 напряжения, 0,662 ток. Пятьдесят девять. 20 напряжения, 0,658 ток. Шестьдесят. Сейчас. 2. 19,83 напряжения, 0,651 ток. Шестьдесят пять. 19,66. 0,645 ток. Так, еще раз. 66. 19,36. 0,636 ток. 69. 19,25. 0,633 ток. Ну и последнее значение. Давайте 70 градусов получим и на этом успокоимся. Вот они, 70 градусов. 19,13. 0,628 ток. Отключаем осветительный прибор. На этом третья часть второго опыта завершена. И в целом выполнена лабораторная работа. Осталось обработать данные, полученные в результате экспериментов, и построить графические зависимости энергетических характеристик двух фотоэлектрических модулей от температуры.